В древности люди назвали эту землю Алтай – Золотые горы. Здесь и вправду встречается этот драгоценный металл. Но на Алтае столько всего удивительного, что золото оказывается далеко не главным его сокровищем. А что же является настоящим золотом Алтая? Как рассказывает легенда, два алтайских богатыря, отец с сыном, задумали прославиться, построив мост через бурную Катунь. Сказал им мудрец, что построят они мост, если во время работы будут держать себя в чистоте. Принялись богатыри за работу, громоздили по обоим берегам тяжелые камни. Дело спорилось, и осталось им сложить совсем немного. Наступила ночь. Крепко уснул отец. А молодой сын его, несмотря на усталость, никак не мог уснуть. Лежал он, прислушивался к ласковому шепоту коварной красавицы Катунь. Не хотелось своенравной реке покоряться людям. Желала она навсегда остаться вольной. Нежные слова шептала она молодому богатырю, звала и манила в свои объятия. Долго не поддавался уговорам юноша, но под утро явилась к нему Катунь в обличии прекрасной девушки. Не смог сдержаться молодой богатырь, кинулся за нею, но она легкой тенью скользнула по воде и растаяла утренним туманом. А юношу захлестнул поток воды страшной силой, и он утонул. Проснувшись, отец увидел, что много камней из насыпи унесено рекой. Стал звать он сына, а тот не откликнулся. Понял тогда богатырь, что сын его нарушил условия. Долго сидел отец на камнях, а рядом шумела вольная Катунь. Это лишь одна из многочисленных легенд о самой крупной реке Горного Алтая. Ее название происходит от алтайского слова «кадын» – хозяйка, госпожа. Когда-то она и правда была неприступной, да и теперь только моторным лодкам под силу подниматься по ее порогам и перекатам. Но долина реки издавна служила дорогой вглубь неизвестных гор. Больше 2 столетий назад пришли на Алтай старообрядцы в поисках легендарного Беловодья, вольной страны, которая никому не принадлежит и где живет правда. Нашли эти люди здесь то, что искали или нет, но они принесли на Алтай свою бережно хранимую культуру, строгие обычаи и неизбывную мечту о земном рае. Одно из первых поселений староверов – Верхний Уймон. Здесь в начале 20 века останавливался Николай Рерих. У жителей он просил показать путь в блаженную страну. Он называл ее Шамбалой. Его поняли и рассказали, что есть где-то в горах пещера, которая прямо туда ведет, что некоторые избранные ее нашли, но, разумеется, не вернулись. И где вход в эту пещеру, не знает никто. Старообрядцы принесли на Алтай не только свою веру, но и хозяйственные навыки. Выходцы из Северной Руси, поморы, занялись рыбной ловлей. Крестьяне начали обрабатывать землю.
Мистика всегда уживалась у староверов с хозяйской основательностью и предприимчивостью. Так известно, что некий Семен Лубягин в 1824 году первым догадался приручить диких оленей-моралов. Постороннему человеку покажется странным, что сохранился даже год этого события, но только не местным жителям. Еще испокон века морали рога, панты, служили основным предметом торговли Алтая с Китаем. Но раньше алтайцы перед снятием молодых рогов моралов убивали. Неизвестно, остались бы олени до наших дней, если бы старообрядцы не стали их разводить. Вот одна из типичных алтайских мораловодческих ферм. Круглый год олени пасутся в обширных загонах и предоставлены сами себе, кроме июня, когда идет заготовка пант. Пантами называют только молодые рога. После лечебное вещество пантокрин, за которое рога так ценятся, в них исчезает. Эта процедура выглядит жестоко. Спиливание пант болезненно для животного. Ведь это не окостеневшие рога, они состоят из одного мягкого хряща, одетого кожицей. Впрочем, происходит все очень быстро. Но тут подумаешь, что, видимо, алтайцы относились к зверю, если не более гуманно, то более уважительно, снимая рога с убитых моралов. Дальше панты подвергаются обработке. Это напоминает какой-то ритуал. На самом деле рога просто варят строго 2 минуты. После 2 месяца просушивают, а потом, как и в прежние времена, продают в Китай. Там из них будут готовить лекарства и тонизирующие бальзамы. Казалось бы, зачем Китаю покупать рога, когда можно выращивать самих моралов? Но алтайские панты считаются лучшими, потому что лечебные свойства пант зависят от состава трав, корма оленей. А таких лугов, как на Алтае, нет, пожалуй, больше нигде. Этим же травам, а точнее их цветам, обязан своей славой и алтайский мед. Очень давно римский поэт Вергилий, залюбовавшись на устройство улья, воскликнул, что людям следует учиться жить у пчел. Ведь они не знают ни страстей, ни вражды, ни корысти. Они без сомнения жертвуют собой ради остальных, а их жизнь – труд на общее благо. Потому они божественны и блаженны, а их род вечен. Только великому поэту могла прийти в голову мысль учиться у насекомых. Но ведь то, что пчелы создают, тоже сродни божественному поэтическому вымыслу.
Золотистого меда струя из бутылки текла, так тягуче и долго, как написал другой поэт. И мораловоды, и пчеловоды заинтересованы в сохранении природного разнообразия, поэтому они помогают существующему в Горном Алтае заповеднику Катунскому. Его территория расположена в верховьях реки Катунь. Мы находимся на одном из кордонов заповедника. Летом здесь собирается вся семья лесника. Большую часть года дети и жена живут в поселке Марловодка, где есть школа. Но каникулы, конечно, проводят на вольном воздухе. От этого кордона, уже на лошадях, мы отправились к Тайменьему озеру, жемчужине природы Горного Алтая. Наш путь проходит по берегу речки, которая называется Озерной. Пробив дорогу в камнях, она несет воду из Тайменьего озера в Катунь. Края эти совершенно дикие. Людей здесь встретить очень сложно, а вот медведицу с медвежатами можно. «20 километров верхом, и вот оно, Тайменье озеро». Это самое крупное озеро Катунского хребта. Его длина 5,5 километров. Озеро находится на высоте 1500 метров. Питается двумя речками, берущими начало на леднике. У озера несколько имен, и с каждым связана своя история. На некоторых картах оно называется Талмен или Тальмен. Говорят, что когда-то на берегу озера скрывался беглый каторжник по кличке Талмен. Что ж, места это дикие. До ближайшего жилья 100 километров. Есть своя история и для другого названия озера – Тайменье. Рассказывают, что первые землепроходцы, достигнув озера, увидели изобилие рыбы ленка, ошибочно принятого ими за тайменя. Наверное, впечатленные красотой озера, они решили, что здесь должна водиться и эта знаменитая сибирская рыба. Но нет, таймень в озере не водится. Зато иногда под вечер вода буквально закипает. Это ходят косяки Хариуса.
На южном берегу озера находится заповедный кордон, где мы и остановились. Заповеднику принадлежит только один берег озера, и рыбу в нем ловить можно. Тайменя мы действительно не поймали, но уха из хариуса получилась отмена. Да. А стоит прогуляться вдоль лесной опушки, за короткое время можно набрать ведро белых грибов. В России о таком изобилии можно только услышать в воспоминаниях очень древних стариков. Кто не знает этих рассказов о реках, полных рыбы, о невероятных урожаях грибов? На Алтае природа до сих пор обладает этой былинной щедростью. Но есть на Алтае и то, чего в нашей средней полосе никогда не было и ради чего стоит залезть высоко в горы. На альпийские луга, где растут травы, корни которых обладают чудодейственными свойствами. Некогда алтайцы почитали растения наравне с животными. Рвать цветы не разрешалось. Их не принято было дарить, нельзя было украшать ими жилище или использовать в траурных церемониях. Цветы считались драгоценным украшением Алтая. А целебные травы можно было собирать только для себя, если в семье кто-то заболел. Но ни в коем случае не для продажи, не с корыстной целью, иначе их лечебное свойство исчезало. В этой луговой аптеке есть удивительные по своей лечебной силе растения. Вот красный корень или копеечник. Растет он только на Алтае. Благодаря витамину R укрепляет и восстанавливает стенки капилляров. Также выводит из организма тяжелые металлы. Его используют в профилактике и лечении опухолей, лейкозов, хронических воспалений репродуктивной сферы, простатитов и бесплодия, неврологических и сердечно-сосудистых патологий. А вот золотой корень, или по-научному радиола розовая. Еще ее называют тибетским женьшенем. Как женьшень или элеутерокок, она обладает стимулирующим действием, но превосходит их. Алтайские чабаны и охотники во время трудных переходов заваривают золотой корень. Он повышает выносливость. Его применяли при многих болезнях, но способы лечения хранили в тайне. Старинное алтайское поверье гласит: тот, кто найдет золотой корень, до конца дней своих будет удачлив и здоров, проживет 2 века. Марьин корень – это, по сути, пион. Настойка из его корней, наоборот, обладает замечательным успокаивающим эффектом. Им лечат бессонницу, неврастению, астму, эпилепсию, головные боли. Еще его применяют при язвенных болезнях и гастритах, а также как обезболивающее средство. А это растение с удовольствием едят моралы, особенно в брачный период. Отсюда пошло его название – моралий корень. Встречается оно в основном на высотах 1700-2000 метров. Это растение является сильнейшим стимулятором иммунной системы человека. Его способность преображать человеческий организм до сих пор остается загадкой. Растение настолько сильное, что следует проявлять осторожность при его употреблении. Передозировка может вызвать длительную бессонницу, излишнюю половую активность и повышение артериального давления. Хорошо принимать моралий корень в периоды непривычно высоких физических и умственных нагрузок и при частых заболеваниях самого разного характера. От Тайменьего озера до еще одного чуда алтайской природы Мультинских озер, если смотреть по карте, километров 8.
но они лежат по другую сторону Катунского хребта. Горная гряда с вершинами более 3000 метров без альпинистского оборудования непреодолима. Значит, нужно ехать в объезд, а это 200 километров. Но разного рода затруднения не позволили нам посетить Мультинские озера в том году. Пришлось ждать следующего. И вот в самом начале лета мы снова на Алтае. Зелень еще по-весеннему мягкая и сочная. Горные реки полноводные, а тающие ледники струятся с гор лентами водопадов. Чтобы увидеть Мультинские озера, нужно подняться в горы. Всего озер 3. Нижнее лежит на высоте 1710 метров. Оно самое крупное из всех. Его длина 2400 метров, максимальная ширина 900. Оно довольно глубокое, до 20 метров. Среднее Мультинское озеро находится недалеко, над тем водопадом. Оно лежит выше Нижнего на 30 метров. Это место, где вода из Среднего озера переливается в Нижнее, зовется Шумами. Плотина, разделившая озера, образована ледником. Некогда он сполз с гор, таща огромные валуны, и перегородил ими долину реки Мульты. На Среднем озере находится еще один кордон Катунского заповедника, где мы переночевали. Всю ночь шел дождь. Наутро по горам бежали водяные пряди. Пока шел дождь, сотрудники заповедника рассказали местную легенду о девушке Арунай. Она была дочерью богатого хана. Женихи со всего мира предлагали ей сердца, но она ждала свою любовь. Ее избранником стал юноша Аймерген. Он был простым охотником и сочинял красивые песни. Но вскоре, защищая свою родину, Аймерген погиб. Долго плакала красавица и превратилась в камень. В очертаниях горных вершин можно увидеть профиль несчастной Арунай. С этой высоты можно увидеть и верхнее Мультинское озеро. Оно находится чуть дальше двух своих сестер, в 5 километрах выше по долине реки Мульты. Туда мы и отправились. Воды реки Мульты молочно-зеленоватого цвета и словно светятся. В этом мягком зеленом сиянии все кажется несколько нереальным, более похожим на сон, чем на действительность.
По реке до самого верхнего озера не подняться. Там начинаются пороги и водопады. Мы продолжаем путь пешком. И вот, наконец, озеро Верхнее. Оно самое небольшое из всех, но самое глубокое, до 47 метров. Находится оно на высоте 1920 метров, то есть на 200 метров выше Нижнего. Со всех сторон озеро окружено горами. Суровые исполины с грубоватой нежностью, как любимое дитя, держат его в своих ладонях и питают водой своих ледников. На Верхнем озере наш путь закончился. Дальше идти, впрочем, уже и некуда, там только горы. Такое чувство, что мы достигли предела, за который переходить нельзя, не пускают. Словно еще чуть-чуть, и откроется какая-то тайна. Может, в ней и скрыто настоящее золото Алтая, которое невозможно потрогать, увидеть или взять с собой. Но оно манит. Мало кто удержится, чтобы не вернуться сюда еще раз. Алтайская болезнь, скажут местные.